Всем привет! С вами снова я, Наталья Зайдль. Вчера на стол мне приземлилась эта сумка с просьбой ее отремонтировать. Это сумка моего мужа, я ее шила 7 лет назад. Согласовывала с ним, естественно, все детали. Как вы видите, она вот за 7 лет превратилась совсем вот в тряпочку. Она не держит форму. Он ее и в пир, и в мир, и в добрые люди, везде с этой сумкой, и стирал очень часто. Здесь и клапан оторвался, здесь и ручки тоже, вот видите, джинсовая ткань износилась. Внутри подкладка вся изорвалась, молнии тоже вот все здесь повылезали. И здесь на клапане подкладка тоже порвалась. И я увидела, что клапан я вообще тогда флизелином почему-то не укрепляла. Это была моя первая сумка, поэтому, возможно, я не знала тогда. Может быть, у меня не было флизелина. В общем, я решила, что ремонтировать тут, в общем-то, нечего. Я буду шить подобную сумку новую. Единственное, он меня попросил оставить этот клапан. Я для новой сумки нашла, у меня есть джинсы большого размера и такое хорошее количество коричневой кожи. Как мне кажется, кожа придаст сумке определенную брутальность мужскую, да? Распарывать я эту сумку не буду. Единственное, что я отпарю клапан, подкладку здесь, поработаю с ним, возможно, сделаю строчки. Все остальное я буду делать такого же размера, как и есть, потому что ему важно, чтобы туда можно было поместить папку формата А4. Эти два кармана, как показал опыт, ему не нужны. Здесь будет достаточно одного, и один карман внутри будет прорезной на молнии. Вот здесь я еще косой бейкой срезы тогда обрабатывала. Кармана внутри я не делала. Распарывать я особо не буду. Я вот таким образом, да, сделаю. Здесь уже и нитки все. То есть вот так. Здесь что-то сыпется. Здесь что-то было клеевое. Не помню, правда, что. Так. Здесь, возможно, я поменяю пару полосок. Все это я пущу, сами знаете куда. Я сделаю полосочки на джинсель, у меня это все пойдет. Джинсы я выбрала и не смотрела их. Сейчас я их развернула. Они что-то здесь, совсем такие классные, крутые джинсы. Я их оставлю, конечно же, для другого проекта, потому что тут, и молнии такие классные, и все тут вот. Их я оставлю, пожалуй. Резать я их не буду на вот это вот все. Возьму вот такие. Вот они тут и по цвету даже подходят. Тоже плотные. Обожаю джинсы с классической джинсовой строчкой. Да, вот такой цветной стежок. Распарывать их одно удовольствие. На клапане я поменяла пару элементов. Сейчас у меня стоит двойная игла. Я делаю здесь декоративную строчку для того, чтобы потом после стирки флизелин не отклеивался от верхней части клапана. Бывает, да, потом начинает пузыриться, еще что-то. Я решила таким образом закрепить. Меня спрашивают некоторые, зачем я из одного старья шью другое старье. Я на этот вопрос отвечу так. Во-первых, вещи, которые я шью, старьем я не считаю. Во-вторых, мой муж, так же как и я, может позволить себе купить практически любую сумку. Но если есть возможность иметь вещи уникальные, единственные в своем роде, почему бы и нет? В-третьих, я таким образом реализую себя, свой творческий потенциал, как и многие из вас, кто смотрит это видео. И в-четвертых, апсайклинг набирает обороты, и это будет продолжаться. Вот, собственно, те причины, почему я занимаюсь апсайклингом, переработкой старых джинсов. Пока я вот только джинсами занимаюсь. В плане переработки. Может быть, что-то добавится в будущем.
Клапан готов. Как вы видите, я здесь сделала скос по низу. Здесь коричневую кожу я пришила. Никакой функциональной роли она не играет, больше для украшения. Подкладку я уже тоже притачала и все отутюжила. Вот таким образом это будет смотреться. Ширина клапана у меня 30, ну почти 34 сантиметра. И длина по самой вот длинной части 39 сантиметров. Я уже выкроила переднюю и заднюю стенки сумки. Они у меня сточные получились. Размеры 35 шириной и 25 высотой. Сейчас я сделаю здесь закругления и продублирую их флизелином. Детали остыли. Как вы видите, припуски на швы я не дублировала, для того, чтобы не создавать здесь в швах лишнюю толщину. Сейчас я буду делать карман на передней стенке сумки. Для этого я отступила от каждого края по 5 сантиметров и начертила прямоугольник. Это будет линия притачивания кармана. Карман я буду делать не плоский, он у меня будет объемный. Для этого я к каждой стороне прибавила по 2 сантиметра на припуск и на объем. Вот я выкроила такой прямоугольничек. Здесь у меня по 2 сантиметра обозначено. Ну вот если видно, я этим же маркером также везде нарисовала. Здесь у меня 2 пятнышка, поэтому, ну вот они не отстирываются. Я здесь сделаю кожаную, так называемую обтачку. То есть у меня здесь будет прорезь, там будет втачена молния. И сейчас я покажу, как делать этот карман. Я приложила эту кожаную обтачку туда, где мне хотелось бы, чтобы она была. Обвела ее. Ну вот вы видите, да? Приложила сверху молнию. Ну вот по центру, да, чтобы она здесь. И отметила маркером точками вот здесь, где бы мне хотелось видеть край вот этой кожаной обтачки, да, вот рамочку. Здесь получается 2 сантиметра. Теперь я здесь у меня 5 сантиметров ширина. Я отмеряю 2,5 сантиметра, то есть по центру вдоль. Вот здесь я еще не померила. Здесь, если я по центру положу, у меня от этого края 1,5 сантиметра. Ну, чтобы у меня равномерно было, я 1,5 сантиметра и здесь тоже примерно, да, ну вот 1,5 и 1,5. Сейчас вот этот 1 сантиметр, да, где я 2 сантиметра, я его поделю на 2 и с каждой стороны по 1 сантиметру прочерчу линии вспомогательные. Так, вот здесь будет прорезь. Прорезь я буду выполнять таким образом, с уголком. Сейчас я здесь разрежу. Прорезь готова. Вот так она, да, была начерчена. И так я вот сделала, разрезала ее. Припуски я заутюжила на лицевую сторону. Сделала я это умышленно. Сейчас я вот так вот молнию приложу и переверну. И вот таким образом по самому краю прямоугольничком я притачаю молнию. То есть вот так вот будет выглядеть изнаночная сторона кармана. Никто туда, конечно, заглядывать не будет, но будут отсутствовать какие-то припуски, срезы, которые надо обрабатывать. То есть все достаточно аккуратненько. Ну, будет еще пара строчек, когда я вот эту вот деталь, да, кожаную с той стороны притачаю. Молнию я втачала. Вот так она выглядит изнутри. И вот так пока снаружи. Пока так.
Здесь я сделала прорезь, да, ну вот как я и мерила, в принципе, по молнии. Для этого я воспользовалась таким инструментом. Здесь есть много всяких лезвий, ножей. Все это меняется, комбинируется. Ну, те, кто работает с кожей, наверное, с этим инструментом знаком. Сейчас я эту рамку сюда приклею, чтобы ее зафиксировать, потому что когда я ее буду притачивать, она может, ну, вот так каким-то образом тут изогнуться, потому что совсем тоненькие ремешки получились. Пока у меня сохнет клей, я буду выкраивать все остальные детали сумки. Для того, чтобы определиться с размерами боковушки и дна, да, вот оно будет цельнокроено, я здесь отметила, где будет застегиваться молния. Здесь начало, здесь конец или наоборот, не принципиально. Поставила здесь две насечки. И вот таким примитивным образом, да, я померила. Здесь я уже припуск на шов добавила. Вот, у меня получилось 80 сантиметров. Но поскольку у меня джинсики были маленькие, у меня 80 сантиметров одной деталью не получится. Мне придется ее делать сточную. Для этого 80 я поделю на 2, это 40, и добавлю припуск на шов 0,75. 0,75 я делаю, потому что мне по ширине лапки удобно так прокладывать строчку. То есть я выкрою две детали длиной 40-75 и шириной 8,5 сантиметров. В готовом виде ширина будет около 7 сантиметров. Обтачки для молнии, ну вот то, что сверху пойдет, я буду кроить следующим образом. Мне нужно прийти к тому, чтобы вот эта вот верхняя конструкция, она была такой же ширины, как боковинка, то есть 8,5 сантиметров. Я показывала ранее в видео, как я это рассчитываю на бумаге, но здесь я покажу вот прямо наживую, так сказать. Я возьму боковинку, здесь вот сверху наложу молнию. И померяю. Ну, понятно, что половинка будет 4,25. Если у меня это 8,5, то половинка 4,25. Вот я отложу здесь 4,25, и у меня получается ровно по центру. Если я здесь припуск вот так загну, да, то здесь получится, ну, слишком широко. То есть обтачка будет слишком далеко от зубчиков. Мне бы этого не хотелось. Я бы хотела все-таки, ну, поближе чуть-чуть обтачку. Поэтому я добавлю и сделаю вот таким образом. 4,5 сантиметра я сделаю ширину обтачки. И длину ее, ну, вот так же я померяю. Вот у меня получается 38 сантиметров. Я выкрою две детали 38 на 4,5. Верхние детали сумочки я выкроила все. Ну, вот эти вы уже видели, да. Вот это вот боковинка. Ее я уже стачала и продублировала. Две обтачки для молнии. Таким образом пойдут они сюда наверх. И ремешок, нижнюю часть. Тоже я уже продублировала и припуски заутюжила. Я ее выкроила длиной 120 сантиметров и шириной 5,5 сантиметров. В готовом виде у меня ремешок будет 4 сантиметра. Верхняя часть его будет из кожи. 4 сантиметра, потому что у меня вот фурнитура, она здесь 4 сантиметра внутри. Сейчас я вот эти все детали буду выкраивать из подкладочной ткани. Я это сделаю, наверное, методом наложения. Ну, просто вот буду прикладывать и вырезать по контуру. Строчка по внутреннему периметру этой рамки уже проложена. И здесь у меня случился небольшой конфуз. У меня пропустила здесь в одном месте. Но меня это не совсем расстроило, потому что, ну, бывают такие вещи. Машинка у меня все-таки не промышленная и не предназначена специально для шитья кожи. Я в таких случаях, где у меня бывают вот единичные где-то пропуски, здесь, к счастью, только один получился, я с обратной стороны вот в этом месте поищу
где у меня здесь дырочка, вот иголкой вручную, я с одной стороны вот этой нитки, да, которая здесь в свободном виде, и с другой стороны я ввожу иголку обратно. С обратной стороны я сейчас сделаю узелок и заправлю его, чтобы его не было видно. И все. И никакого пропуска нет. Вот так я решаю проблемы с пропусками на коже. Сейчас я прокладываю строчку по внешнему периметру. И у меня возникает такая проблема, когда вот здесь вот пусто, да, а здесь слишком толсто. Когда я лапку опускаю, ее перекашивает как бы вот в эту сторону, да. Я в таких случаях подкладываю под вторую сторону лапки такой же кусочек кожи, и она у меня встает ровно. Вход в карман выполнен. Вот так он выглядит с лицевой стороны и так с изнаночной стороны. Сейчас я буду придавать карману объем. Для этого я каждый уголок вот таким образом согну. Здесь я уже нарисовала маркером вот те 2 сантиметра, о которых я говорила. И здесь я проложу строчку. Припуск я вот так отрежу, да, вот этот уголок. И припуски я разутюжу. Для того, чтобы у меня потом вот здесь, когда я буду притачивать карман, не было в одном месте 3 слоя джинсовой ткани. Пусть лучше будет 2 раза, но по 2. Уголки готовы. Сейчас я этот карман буду сюда притачивать. Но прежде чем притачивать, я его приметаю вот по периметру, да, где я очертила маркером. Я выполню сразу же подгиб, ну, во время наметывания. Вот совмещу здесь уголки и затем уже проложу строчку и покажу, что получилось. Карман готов. Я притачивала, отступая 2 мм от края, и мелким стежком 2,5 мм где-то. Вот так вот все аккуратненько, так вот с обратной стороны выглядит. Сейчас я буду делать верхнюю часть сумочки, там, где будет в нее вход. Для этого я взяла обтачку из джинсовой ткани. К ней вот таким образом я приложу молнию лицом к лицу. Здесь я отступлю сантиметра 1,5, чтобы собачка здесь не была впритык. Сверху приложу обтачку из подкладочной ткани. Срезы я здесь все выровняю. И вот здесь вот проложу строчку. Одну сторону молнии я втачала. Здесь я все заутюжила. Сейчас, отступая 2-3 мм вот от края, здесь я проложу строчку. Со второй половинкой я сделаю все то же самое. Верхняя часть сумочки готова. Я здесь обрезала хвостик и поставила закрепку вручную ниткой, потому что мои заглушки металлические, они сюда не подходят. Вот если видно, у молнии довольно интересные зубчики, очень широкие. Оставшиеся зубчики здесь я выдернула для того, чтобы, когда я буду вот эту деталь стачивать с боковинкой, они у меня не попали под иглу. Ну, мало ли, я с этой молнией еще не работала, не знаю, насколько твердый здесь пластик. Для того, чтобы придать боковинке сумки дополнительную жесткость, я сделаю следующим образом. Вот кожи у меня достаточно. Я вырезала такие вот кожаные ремешки. Здесь я стачаю. 4 сантиметра они у меня шириной, так же как и эта фурнитура. И здесь сверху вот так вот я сделаю таким образом. И мне не надо будет какие-то дополнительные хлястики для ремешков делать или ремешок втачивать куда-то. Я вот так здесь, может быть, блочки сделаю. В общем, сейчас я стачаю. Стачивать я буду вот таким образом. То есть я вот их сложу. Вот. Ложу линейку, здесь уголок и здесь уголок. Под углом 45 градусов, зигзагом.
не мелким зигзагом, крупным шагом я стачаю. Здесь снизу я приклею полосочку флизелина, чтобы он у меня все держалось покрепче. Закрепки я ставить не буду ни здесь, ни здесь. Я завяжу узелки вручную и спрячу их туда внутрь. Кожаный элемент на боковинку я приклеила и оставила это все подсыхать. Вот в таком виде, в котором оно и будет притачиваться. Да, мне важно, чтобы кожа здесь легла ровненько в местах закруглений. Здесь внизу я хотела сделать зигзагом, но я решила сделать по-другому. Я зигзагом просто пробила отверстие и вручную вот таким вот швом, двойной ниткой все это соединила. Ну, как мне кажется, будет намного прочнее. Шлевки вот я тоже выполнила. Здесь я проложила с двух сторон строчку, потому что, ну, здесь дальше у меня тоже пойдет строчка. И когда я эти строчки буду делать, я здесь прихвачу по 3-4 стежка и сделаю след в след. Пока у меня это сохнет, я приклею ремешок, верхнюю часть к нижней. Также я здесь вот стачала таким же образом. Ну, вернее, я сшила на руках, дырочки пробила на машинке. Кто-то может заметить, что я не обрабатываю срезы кожи, торцы или так называемые урезы. В изделиях, которые я шью полностью из кожи, я, конечно, срезы обрабатываю. Ну, вот, допустим, если стачать две детали, да, то со временем начинает вылезать мездра, как-то эти края выглядят неаккуратно. Там, где я сочетаю кожу и джинсовую ткань, я предпочитаю оставлять срезы необработанными. Ну, как мне кажется, по стилистике так больше подходит. И вообще в необработанных срезах я нахожу какую-то изюминку. Мне так больше нравится. Боковинка полностью готова. В месте наложения строчек, там, где я говорила, что 3 стежка я совмещу, я еще двойной ниткой вручную на несколько раз эти же 3 стежка прошила для прочности. Тем не менее, я установила заклепки. Ну, мужчины существа сильные, как-нибудь дернет неудачно, и все это снова окажется у меня на столе. Итак, передняя стенка сумки, верх, вход в сумку и боковинка, ну, также ремешок готовы. Сейчас я займусь задней стенкой сумки. Как вы помните, я хотела делать здесь прорезной карман на молнии, но я от этой идеи откажусь. Сейчас объясню почему. На прошлой сумке, на предыдущей сумке у меня был клапан притачен насквозь, вот вместе с подкладкой здесь. В этой сумке я поступлю так же. Как я померила, да, вот куда я буду притачивать клапан, я вот таким образом приложила вот эту самую короткую часть, вот здесь вот за вычетом припуска, здесь то же самое. Добавила 7 сантиметров, это ширина сумки, вот. И таким образом вот сюда приложила, тоже за вычетом припуска на шов. Вот так оно у меня будет притачиваться. Можно было бы, конечно, вот так его положить. Здесь притачать, повернуть, да, вот таким образом. И здесь еще проложить строчку. Но я это делать не буду, потому что вот в этих местах, да, где у меня сшиваются полоски, здесь у меня вот джинсовая ткань раз, припуск 2. Если я согну, уже будет 4. И плюс еще эта джинсовая ткань, у меня будет 5 слоев джинсовой ткани. Я не уверена, что машинка эту толщину без проблем возьмет, что будет красиво, поэтому я поступлю следующим образом. Я его так приложу, этот клапан. Вырезала кожаную такую полосочку, приклею и так вот по периметру притачаю. После того, как я притачаю клапан, с этой стороны у меня появится такая рамка, да, строчки.
Естественно, никакой прорезной карман здесь уже выполнить не удастся. Ну, я же не буду его делать совсем здесь, вот в нижней части, туда ничего не положить. Поэтому я сделаю карман вточной, который будет втачиваться по периметру сумки. И карманчик этот будет объемный снизу. Для этого я взяла вот подкладку, приложила ее к подкладочной ткани. Ну, я тут уже рисовала и мерила все. И вот таким образом здесь я добавила на объем и здесь на припуске. Здесь сейчас я разрежу. Ну, вот я, наверное, сейчас начну это делать. Вот, у меня получилось 2 детали. Молнию я уже тоже подготовила. Тут поставила закрепки. Концы молнии я обработаю вот такой обтачкой и втачаю между этими деталями молнию. И втачивать я буду так, чтобы у меня срезы вот эти открытые, чтобы их не было видно. То есть изнутри у меня будет вот так вот выглядеть. Концы молнии я обработала вот такими мини-обтачками. Здесь я сделала обметочный стежок, потому что эти края, они вот в таком виде и останутся внутри кармана. Сейчас я положу молнию бегунком наверх, приложу вот таким образом подкладку и здесь стачаю. Но стачивать я буду не совмещая вот край молнии и срез. Да, наоборот, я вот так срез чуть-чуть на пару миллиметров от края молнии отодвину. И строчку я буду прокладывать поближе к зубчикам, но не совсем впритык. Готово. Теперь вот с этой стороны я все приутюжу. Да, вот этот вот припуск на шов. И с этой стороны по самому краю молнии, 1, может быть, миллиметр отступая, проложу строчку. Таким образом, вот этот открытый срез, он останется внутри. Здесь для надежности поверху можно проложить еще строчку. Ну, я посмотрю. Одна сторона молнии готова. Вот здесь видно, да, здесь я все-таки тоже решила 1 миллиметр от краю проложить строчку. И с этой стороны, вот, тоже 1 миллиметр по краешку молнии. Ну, как мне кажется, изнутри все выглядит очень даже аккуратно. Снаружи тоже. А с другой стороны молнии я сделаю все то же самое. Карман полностью готов. Вот так он выглядит с лицевой стороны и вот так с изнаночной. Здесь немножко еще уйдет в шов. То есть я считаю, что выглядит очень даже прилично. Прежде чем его притачивать, здесь у меня уже все высохло. Я здесь сделаю вот этот прямоугольничек, притачаю, да. И затем вот таким образом совмещу здесь верхние срезы аккуратненько. Снизу я здесь, видимо, сделаю пару защипов. Я здесь ничего застрачивать не буду. Пару защипов и по периметру все это притачаю. Клапан я притачала, намучилась я, конечно, хочу вам сказать. Перед тем, как притачивать, я вот по этим всем утолщениям прошлась молотком. Тем не менее, у меня были пропуски и двойные, и тройные. Здесь в углу у меня случилось 5 пропусков. Ну, как вы видите, вот тем методом, который я показывала, все я убрала. И выглядит вполне прилично. Здесь вот где-то я, к сожалению, успела прорезать. Ну вот случилось, да, такое бывает иногда, что-то как-то... Нечаянный разрез я замаскировала именной биркой. Может быть, она здесь и не кстати на задней стенке сумки, но ничего другого я придумывать не стала. Думаю, что мужу понравится. Карман я уже притачала вместе с подкладкой к задней стенке сумки. Вот здесь, как я и планировала, выполнила защипы. И карман вот в нижней части, как я и хотела, получился объемный. Переднюю стенку сумки я тоже уже с подкладкой стачала вот по периметру, да. И сейчас я приступлю к предпоследнему этапу. Это сборка всей сумки. То есть я буду соединять все детали. И последним этапом станет установка ремешка.
Сейчас я соединю боковинку сумки с верхней ее частью. Для этого вот так вот я сложу лицом к лицу и сверху приложу подкладку боковой части, да, вот таким образом. Здесь соединю срезы все, выровняю и проложу строчку туда-сюда. Готово. Сейчас я это выверну таким образом. Вот. И здесь, отступая вот от этого края 3-4 миллиметра, проложу еще одну строчку. С этой стороны я выполню все те же самые операции. Вот боковинка полностью готова, я ее уже вывернула, и сейчас буду притачивать ее к передней части сумочки. Здесь я уже сделала отметки маркером, центр снизу, центр сверху. Совмещу сейчас вот так вот все срезы, сколю булавками и сверху буду прикладывать вот такую бейку косую. Вот по этому месту, где идет сгиб, да, вот я буду прокладывать строчку. Как вы поняли, я хотела эту сумку шить без применения косой бейки. Ну, я показывала в одном из предыдущих видео, как я это делаю. Но здесь большой клапан, этот карман накладной, будет достаточно сложно выворачивать. Поэтому вот косая бейка. Она не мужская, но я думаю, никто придираться не будет особо. Зато она подходит по цвету. Вот я стачала две детали, захватывая бейку. Вот так вот получается с этой стороны. Достаточно все аккуратненько. Сейчас я бейку вот так вот подверну. И ее срез я буду совмещать, не срез, вернее сгиб, а с той строчкой, которую я только что сделала. И отступая от этого края 1 миллиметр, я постараюсь проложу еще раз вот по всему периметру строчку. То есть здесь будет видно строчку и здесь. Совсем перфекционисты могут, конечно, на руках здесь пришить потайным швом, но я сделаю на машинке. Одну сторону я закончила. Вот таким образом это все получилось. Вот уголок. Вот здесь вот видно, да, строчку где-то 1 миллиметр от краешка. И с этой стороны то же самое. Сейчас я выверну. Посмотрю, как это все выглядит. Так, ну вот здесь вот надо отутюжить все. А выглядит это очень даже достойно, как мне кажется. Сейчас я также притачаю заднюю стенку сумки. Также обработаю косой бейкой. Задняя стенка готова. Ну, вернее, я ее втачала. Карман получился здесь очень даже такой вместительный. Сейчас я сумку выверну, прикреплю к ней ремешок и покажу, что получилось. Сумка готова. Внутри вы уже все видели в процессе работы. Вот так она выглядит. Я думаю, получилось очень даже неплохо. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.